Коллеги, всем привет! Сегодня будем говорить про автоматизацию тестирования. А автоматизировать мы будем вот этот вот сайт. Это просто демо интернет-магазина. Просто заходим туда, выходим оттуда и все. Просто простейший сайт для тестирования. И это подойдет даже новичкам, кто никогда не автоматизировал в принципе. То есть я считаю, это просто шикарный пример, как можно быстренько наваять автоматизацию за 10 минут, при этом не потратив много усилий. Так вот, есть у нас этот сайт. Как же вы думаете, мы будем все это автоматизировать? Естественно, для этого нам нужна среда разработки. Среда разработки у нас будет использована IntelliJ IDEA. Вот здесь заходим на IntelliJ IDEA и скачиваем здесь Community Edition. Вот если перейдем на Downloads, здесь у нас будет Community Edition. Вот это вот. Нам нужна это. Выберите операционную систему свою, скачайте и установите. Вообще все просто, очень просто. Так вот, вот у нас все скачано, все готово для тестирования. Как непосредственно писать код? Код будем писать на языке Java. И вы думаете, так, но я же не знаю Java, или я еще не умею программировать. Не вопрос. Нынешние технологии позволяют нам быстренько все это сделать, даже без знания программирования, а потом постепенно понять, как это все происходит. Что я под этим имею в виду? У нас есть чат GPT, правильно? Правильно. Вот он здесь вот. У нас он здесь есть. Более того, мы знаем, на чем будем писать тесты. Будем писать тесты на Java и используя фреймворк Selenit. Так вот он, Selenit фреймворк, вот он здесь, selenit.org. И именно этот фреймворк будем использовать. Он очень простой. Если вы знаете, есть такой фреймворк для автоматизации, называется Selenium WebDriver. Так вот, Selenit — это такая надстройка на ним, которая позволяет более быстро, более просто писать тесты. То есть еще более просто. Хотя, в принципе, Selenium не такой сложный. Вот. И все, что у нас, все, что нам нужно, у нас есть, да? Вот. В чат GPT. Идем сюда, вводим запрос. Напиши тест для автоматизации сайта. Пишем sourcedemo.com, используя, давайте напишем полный запрос, да. Во-первых, давайте полностью стек напишем. Используй стек JUnit 5. Это фреймворк для написания юнит-тестов, нам он нужен. Просто нужно знать, как правильно написать запрос. Это самое главное, ребят. Итак, JUnit 5 нужен, потом Selenit. Зайди на сайт, используя логин. Давайте какой логин мы поставим. Ну вот стандарт user будет у нас логин и пароль secret sauce. И еще будем использовать систему сборки, называется Gradle. То есть это система сборки, которая собирает весь этот билд. Грубо говоря, собирает нашу программу для автоматизации. Да? То есть общая система, которая соединяет все это вместе. И пишем здесь Gradle. Так, потому что есть еще Maven, другие среды, но вот нам нужен именно Gradle. Ну, просто захотели мы Gradle использовать. Кстати говоря, все компоненты также можно легко найти на вот таком сайте. Если один сайт mavenrepository.com, если мы набираем определенно нужный нам фреймворк, можем найти здесь. Вот, допустим, JUnit, как раз пятый, можем найти Selenit здесь. Вот набираем Selenit, нажимаем поиск. И он здесь находится. Вот первый вариант, Selenit. Здесь у нас будет даже написано, что непосредственно нам нужно ввести в нашу среду разработки. Вот команда Gradle, и вот нам нужно это. Но давайте по порядку. Вот у нас чат GPT. Видите, все пишет по шагам, и то есть понятно, в принципе, что делать. Ну, естественно, сейчас мы все это проделаем и быстренько реализуем. Так, вот настройка проекта в Gradle. Как я говорю, Gradle — система сборки. Непосредственно как вот собираются все компоненты, вот Gradle для этого используется. Потом пишем непосредственно тест, пишет название класса, то есть файлика, в котором все будет собираться. sourcedemo-login-test.java. И говорит в нужную папку, какую нужно все положить. Все прекрасно, интуитивно нам все рассказывается. Указывает нам нужные импорты, которые нужны для нашего проекта. Вот Selenit и JUnit. И, в общем-то, все, должно работать. И пишет, что непосредственно тест будет делать. Давайте потихонечку открывать среду разработки. У меня компьютер Mac, соответственно, вот я нахожу IntelliJ IDEA и запускаю. Создаем новый проект. Пока он пишет здесь, мы создаем новый проект. Так, открываем, пишем New Project. Проект будет называться Source Demo Login Test. Использовать будем систему Gradle, как я уже сказал. JDK — это какую версию Java мы используем. Выбираем правильную версию Java. Ну, пускай вот 19 будет, да. Нажимаем Create. При этом создаются все необходимые нам папки и вся конфигурация системы. Все, что нам нужно. Вот у нас здесь вся структура. Смотрите. src. Здесь у нас исходники непосредственно нашего проекта хранятся. Так, модуль JDK not defined. Соответственно, он просит версию Java еще раз указать, ну, пускай 19 будет. Открываем Build Gradle. Сюда мы будем копировать непосредственно все настройки нашей сборки. Вот у нас здесь. Build Gradle. Смотрим весь файл, да. Копируем код здесь и вставляем. Просто затираем все и вставляем здесь вот.
Смотрите, что важно. Важно проверить, чтобы версии правильные здесь были, потому что ChatGPT, к сожалению, грешит тем, что версии неправильные порой указаны. Поэтому давайте проверим, какая версия Селенида указана. Давайте зайдем. Здесь написано 7.2.1, да? А у нас что написано 5.20. Ну, как-то не очень, да? 7.2.1. Давайте укажем правильную версию. 7.2 и 1. И проверяем. Да, все правильно. А еще JUnit у нас версия, да? Ну, соответственно, давайте посмотрим JUnit Jupyter. И здесь наберем ее тут. Так, какая у нас версия Jupyter? У нас версия должна быть 5.10.2, да? Ну вот, здесь 5.7.10. 5.7.0. 5.10.2. 5.10.2. Так, корректируем. Нажимаем кнопку, нужно появиться здесь, чтобы оно все обновилось. Что-то не появилось. Ну ладно. Так, давайте создавать теперь структуру тестов непосредственно. Переходим сюда, снова возвращаемся, у нас ChatGPT, смотрим, что у нас здесь есть. Говорит, нужно создать src тест Java. Вот говорит в этой папке. Почему в этой папке? Потому что в этой папке именно хранятся тест. Давайте посмотрим еще раз на структуру. Вот src, то есть source, исходники. Здесь у нас есть папка main, где хранятся главные файлы, главные конфигурации. В общем, главный код программы обычно в main хранится. А вот в тесте как раз таки хранится то, что нужно для тестирования. Вот у нас папка Java здесь, она пустая. Здесь нужно создать у нас класс, файлик вот такой вот, да? А файлик должен быть вот такой вот, source test demo login test. Давайте создаем его непосредственно тут. Нажимаем правой кнопкой New Java Class. Создаем здесь. Нажимаем. Предлагает добавить в репозиторий. Про репозиторий говорить пока не будем, что это такое. Добавляем сюда. И непосредственно копируем наш код теста. Вот он здесь. Скопировали. Так, потихонечку идет прогрузка, да? Но здесь у нас нужно проверить, чтобы... Да, нужно нажать кнопку «Обновить». Что эта кнопка делает? Эта кнопка подкачивает все эти зависимости, все эти библиотеки, фреймворки в нашу среду. То есть мы указали, по сути, это вот как ссылка. То есть мы собираем проект из модулей, а вот нам нужна конкретная ссылочка на них, да? То есть, грубо говоря, откуда их скачать. Вот нажимая эту кнопку, мы их выкачиваем. Получится так, что они добавлены в наш проект. Теперь смотрим. Так, эта вот строчка не работает, и мы ее удалим. Смотрите, что получается. У нас уже написан костяк тестов, который, в принципе, уже должен функционировать. Что у нас здесь есть? Во-первых, мы импортируем конфигурацию. Конфигурация – настройка среды, то есть какой браузер будет использоваться, какие настройки браузера. Первое, мы указываем, что будем запускать, используя эту ссылку, sourcedemo.com, это наш сайт, который тестируем. Во-вторых, мы говорим, что будем использовать браузер Chrome, то есть именно Chrome. А вот при этом, видите, подсказки ChatGPT при этом любезно уже тоже написал. Итак, далее мы пишем непосредственно тесты. Для того, чтобы мы сказали, что это именно тест, мы используем такую структуру. Это аннотация. Грубо говоря, мы таким образом помечаем, где у нас в каких местах начинаются определенные тест-кейсы. Так вот, тест-кейс, который мы здесь используем, называется Success Full Login Test. Вот называется. И вот мы пометили вот так. Кстати говоря, ребята, на курсе будет гораздо более подробно все это рассказано. И вот если вы интересуетесь полным курсом, потому что мы сейчас так вот хаотично пока ходим, бродим, изучаем все это, вот можете зайти на сайт ingenieria.tech, выбрать курс по QA и DevOps. Мы будем как QA часть изучать, там ручное тестирование автоматизировано, так немножко по DevOps пройдемся. Докер и все, что с этим связано. Вот можете пройти здесь и записаться на курс непосредственно. И посмотреть про меня, кто это такой, во-первых. Надо же знать, кто это такой. Во-вторых, посмотреть программу курса и записаться непосредственно на курс. Вот. А мы пока возвращаемся обратно в нашу среду. Смотрите, мы открываем сайт sourcedemo.com, потом мы вводим, значит, текст в имя пользователя, где у нас находится, да, форма, username. Мы как раз указали ему, что мы хотим standard user, вот у нас здесь есть. Потом вводим пароль, непосредственно password, и здесь у нас получается secret sauce. Как это вообще обнаружить на сайте, как найти? Можем вернуться сюда, открыть наш сайт. Если мы нажмем правой кнопкой здесь «Инспектировать», «Инспект», смотрите, что получается. У нас написано, что это дата-тест username. Вот как раз здесь все помечено. Все поля на странице легко обнаружить, используя внутренний инспектор. То есть инспектор браузера позволяет нам найти определенные поля, за которые мы цепляемся. Как вообще работает вся автоматизация? Давайте так, пробежимся быстренько. Мы находим определенное поле, допустим, username или password. Мы с ним взаимодействуем, то есть проверяем, что оно там доступно, производим какие-то действия, допустим, набор текста в него или нажатие на кнопку определенную.
И потом проверяем состояние, то есть вот все успешно или нет. В общем-то, вот на этом вся автоматизация и строится. То есть просто взаимодействие, как вот мы руками взаимодействуем, то же самое делаем с помощью автоматизированных тестов. Возвращаемся обратно, значит, и нажимаем кнопку логина, а потом проверяем, что логин прошел успешно. Этот тест, может быть, не пройдет, потому что неправильный локатор здесь указан. Ну, давайте посмотрим, сработает или нет. Should be visible. Вот видите, у нас три метода используются. Первый — это set value, то есть установить что-то, да, определенное значение. Опять же, set value, потом клик, то есть нажать на что-то, а это в этом случае это кнопка входа. И should be — это проверка условия, то есть да или нет, то есть отработало это условие, не отработало. И давайте запустим тест и посмотрим, работает оно или нет. Смотрите, мы используем фреймворк, который называется Selenium. Значит, можем выбрать браузер, который мы хотим, чтобы открывался при запуске наших тестов. Либо Chrome, либо Edge. Может быть, здесь можете просто указать на любой вкус, да, либо Edge. Здесь, к примеру, если у вас Edge установлен, опять же, либо Chrome, либо Firefox. Вот если что-то не отработало, можете проверить разные опции. Давайте Chrome оставим, посмотрим, как это работает. Чтобы запустить тест, нам нужно нажать на эту кнопку Play, да, то есть запуска. Давайте нажмем здесь. Кстати говоря, смотрите, если мы нажимаем вот эту кнопку, то открываются все тесты, которые расположены. У нас пока что один тест. А если нажмем эту кнопку, то запустится только этот конкретный тест и все. Поэтому нажимаем кнопку и поехали, запускаем. Идет запуск тестов, стартинг, то есть идет прогрузка среды. Он подкачивает необходимые зависимости. К примеру, драйвер для работы с браузером подкачивается на этом этапе. То есть тут очень много чего происходит, и фреймворк, вот этот Selenium, позволяет нам все быстренько это упростить, вместо того, чтобы это руками делать. Потому что если раньше, помните, автоматизировали, нужно было все руками прописывать, путь к определенному веб-драйверу, Chrome-драйверу, да, что как взаимодействовать с браузером, под каждый браузер специальная своя настройка. Нет, здесь все это уже сделано прямо тут. Так, открывается сайт, происходит у нас вот логина, пароля, все прошло, и после этого тест results все прошло. Да, получилось, что мы смогли все-таки проверить это условие, что у нас появился inventory list. Inventory list — это список продуктов на нашей страничке, да? То есть мы зашли в интернет-магазин, проверили, что продукты есть. Все, вот наш тест закончился. Вот такие вот дела. Ребята, смотрите, мы быстренько написали тест, буквально за несколько минут, и при этом мы весь код использовали ChatGPT. И я просто к тому, что не стесняйтесь использовать ChatGPT для решения ваших задач. На курсе мы, естественно, будем разбирать, в принципе, как вообще автоматизация работает, как на всем построено. Но на этом примере я просто хочу сказать, что не стесняйтесь пользоваться этими средствами и учиться составлять грамотные запросы. Потому что, умея писать грамотные запросы, вам, в принципе, программировать, может быть, в некоторых случаях вообще не придется. Посмотрим, что вообще будет. И, в принципе, среда разработки очень сильно меняется под влиянием именно искусственного интеллекта. Потому что в том числе есть разные добавки, такие вот как Tabnin, да, допустим, какие-то плагины, которые позволяют нам писать автоматизацию и писать код прямо здесь. Притом может код нам при этом даже объяснять, говорить, что можно с ним делать, поправлять, писать комментарии, все что угодно. Очень много разных плагинов и возможностей. Вот, на этом мы завершаем наш текущий урок, потому что мы выполнили задание главное. Если вам интересно, если вас заинтересовало, хотите научиться автоматизировать и тестировать в принципе, да, и попасть на работу по тестированию, приходите на наш курс inžinierka.tech/qa, нижний прочерк здесь, base. Все, заходите, смотрите программу, нравится, записывайтесь. Такие вот дела, ребят. Спасибо за просмотр. Пока.